Всем привет, это видео. В этом видео вообще расскажу просто, в принципе, себе, о людях. Я долго не знал, с чего начать снимать видео. И, наконец, я предпринял меры, и эти видео будут просто о жизни. Типа как влог, она у меня достаточно интересная, поэтому я рад ей поделиться. В принципе, это будет очень полезно всем людям. Ну, почти что всем. В плане обучения, саморазвития, я не совсем похож на всех других людей. Я просто расскажу свой опыт, как я вообще учился, развивался и все вот это вот делал. Это очень интересно в том плане, как когда мне было лет 17 или 18, я точно помню такой момент классный. Типа, я хотел как-то себя улучшить, но типа не знал как. Типа мне вообще было там до лампочки вообще хоть как-нибудь. И первое видео, которое я искал, там типа было, ну и забивал запрос, типа как улучшить себя. И там были первое видео. Видео от Амира Шейха. Дальше нигера, который вот на брусьях вот так вот делает, сколько там, 60 раз за минуту. Вот с этого у меня начиналось все примерно. И потихоньку я перешел на знания языковые. Ну, это было, не знаю, это вообще в принципе самое интересное. Это самое интересное, что пока что, на мой взгляд, есть. То, что доступно, бесплатно. Вы получаете много знаний, большой экспириенс, и в принципе вам не надо не вкладываться ни в каких учителей. Я рассказываю свой опыт именно как самоучки. Ну, именно самоучка, типа, зачем людям башлять, если ты можешь сам как-то развиться. Я до этого я не сразу пришел к этому, надо в себя вначале было мне очень сильно поверить, как-то вдохновиться, чтобы осознать, что я могу это изучить. And, и я, короче, изучил это. And I can speak in English fluently, and I'm really confident in English. I have great experience in English. I have speaking practice like 2 years or something like that. And я, короче, думаю, что это вообще будет полезно всем. Почему? В принципе, почему? Есть в Китае девочки, мальчики в Индии 6 лет, 7 лет. Я не хочу никого обидеть, сразу скажу. Но они говорят свободно на английском. Реально свободно, я свидетель этому, то есть я общался, и есть действительно люди, кто давали 6-7 лет. Я не знаю, каким они будут к моему возрасту примерно, но они будут очень умными. Ну, это уже прям genius растут, ну, всякие гении, как по мне. Может быть, я заблуждаюсь, может быть. Может быть, это... Ладно, не будем о них, просто расскажу дальнейший интересный этап, просто ради интереса. Вообще, мне понравилось 2 вещи очень крутых. То, что нужно просто вдохновляться чем-то, чтобы учить. И второе, то, что делать в удовольствие. Все. По сути, 2 вещи. Ну и, в принципе, из того, что я играл в игры, я просто себе как-то такое правило поставил интересно. Типа, это как навык отдельный. И он тоже, чем больше ты времени тратишь на него, тем больше у тебя уровень растет в этом навыке. И также как бы и дети развиваются. Они родились, ну, ничего не знают, 2 года просто слушают, а потом начинают говорить то же самое. Вообще вот прям то же самое. Просто берете язык, слушаете, начинаете потом уже как-то сам импровизировать, делать. Типа там вот как дети заходили, говорили мама, папа, и потом пошло-поехало. Я не говорю то же самое или чьими-то словами. Я говорю то, что, если в себя поверить и просто тратить там привычку создать по 10-15 минут, это очень офигенные вложения в себя. Я не говорю, что в плане денежных вложений, это будут вложения именно как саморазвитие. Типа саморазвитие, но это языковые знания. Саморазвитие это немного другое, я думаю. Ну, можно и так назвать. Что еще хотел рассказать интересного? Я знаю, пока я учился, знаю много-много-много всяких практик, типа там shadow техник, танк-твистеры, прочие, короче, все эти штуки. Для чего я вообще стал изучать языки? В первую очередь это кругозор и большое количество знакомств. Я просто все время себя спрашивал, типа, живу в России, общался только с русскими, типа, хочу с другими пообщаться. Да пофиг, ну, там приложений всяких наставил, всякие фишки, и такой думаю, зашибись, типа, чуть-чуть продвинутый. Это вдохновляет первое время меня вообще, экстаз, истерика, радость, что ты можешь как-то у человека спросить, как ты там, ну, типа,
как у тебя вообще в стране и прочее. У нас тоже, допустим, русских спрашивали. Но я простой, типа, мирный, я никого не трогаю вообще. Просто учусь и все. Ничего не делаю, просто работаю, учусь, все. Единственное, просто меня интересует такие вещи классные, как, допустим, максимально скоростное обучение там, или еще что-то такое. Если есть там люди, которые знают там, по 7, по 8, по 10, по 15 языков, то, пожалуйста, как бы можете мне написать. Будет интересно пообщаться. Я близок к тому, чтобы стать полиглотом. Вот. Но у меня каждый язык, он не выучен прям там с грамматикой профессионально. Можно знать язык без грамматики. Вы же видели, допустим, приезжих в России. И когда человек говорит, что я знаю язык, люди такие: как так, как типа много, типа не может быть. Но они проверить не могут, и, естественно, сами не знают. А вот знаешь язык, на какой уровень ты его знаешь, это уже другой вопрос, окей? Поэтому как бы знаешь язык — это хорошо, а вот на какой уровень — это другое. Ну, не все знают это, не все спрашивают об этом, что там, допустим, даже я раньше вот как бы изучая другой язык, я не думал, что, допустим, я вот говорю на своем русском, я не думал, что в русском языке там есть много уровней, что мы вот так различаемся там по грамматике с кем-то. Нет, я просто отучился в школу. Но если посравнивать, допустим, меня с приезжими людьми в мою страну, которые по работе, там, вахтами и прочее, они едва могут объяснить, они могут грамматические правила всякие разъяснять вам прошедшее, будущее времени, но они как бы в таких вот тонких нюансах они не сильны. Также и в английском тоже, и в других языках есть уровень, но есть уровень гораздо выше, когда ты вот прям маленькие нюансы и можешь все вот так подчеркивать. Это совсем другие уровни, то есть он для тебя более, скажем, детализирован. Пожалуй, все.